Привет. Ровно год Назад. моя жизнь кардинально изменилась. Я выбрался из Украины и, казалось бы, обрел спокойную жизнь во Вьетнаме. Однако тревожные новости с родины не утихают. Ситуация в Украине продолжает ухудшаться, и все чаще мужчины сталкиваются с вопиющим нарушением своих прав. Одна из таких историй произошла с моим знакомым. Путем обмана и прямых угроз его сначала заманили в полицейский участок, потом ТЦК, и в итоге отправили на учебный полигон для того, чтобы готовить к отправке на фронт. Его драматическую историю о том, как жизнь за считанные часы приобрела крутой поворот, я предлагаю послушать в этом видео. Для того, чтобы вы могли полностью погрузиться в сюжет, я создал серию иллюстраций, сгенерированных искусственным интеллектом, которые соответствуют ключевым моментам рассказа. Итак, давайте узнаем, что же на самом деле с ним произошло. Было это в конце августа. Ехал я поздно, комендантский час домой. Словил попутку, маршрутку междугороднюю. Говорю, дружище, довези меня там до локации, там, я тебе там 250 гривен заплачу, просто я там дальше пешочком домой дойду. Вот. И ехали мы через блокпосты. Почему я так уверенно ехал? Типа, то есть, у меня еще водитель спросил, отлично хочешь ехать? Все ли у тебя в порядке с документами? Я ж тогда думал, что у меня точно в порядке с документами, потому что, первое, я готовился к экзаменам, подал документы на экзамены на аспирантуру, и должен был как раз вот 21 числа, днем в 9 часов утра, уже сдавать экзамены. И параллельно, еще до этого, там буквально за день, за два, подал свои документы на школу, на вакансию учителя информатики. Соответственно, если мои документы уже там лежат, если мое дело уже рассмотрели, то есть, в принципе, даже если возникнут какие-то там неполадки, там бюрократия, как бы это все, просто открываете базы данных, и это все видно. Но я очень глубоко ошибся. Проехали мы, остановили на блокпосту, проверили любезного водителя, пообщались. Ой, подходит ко мне, проверяют, то есть полицейские, это же комендантский час, ТЦКшников нет. Я говорю, да без проблем, ребята, вот, то есть все документы есть, проверяйте, вот телефон, вот паспорт, вот. И проверяет человек, полицейский, говорит, так ты вру. Я говорю, а покажите. Ну, он так замешкался немного, чуть-чуть показал. Вот, я такой, ага, а с какого числа? Ну, с марта месяца. Так я говорю, так прошло больше 3 месяцев, как бы, 38-я статья КУПАП. Вот, тем более в военный период. Как бы, в обычный период 2 месяца, в военный 3. Говорит, ну, это у нас не волнует, как бы, это, нужно этот вопрос как-то решить. Я говорю, может, как-то мы между собой решим, как бы, смотрите, я вот, мне экзамены, я вот учитель, как бы, я все понимаю, но вы что же меня поймите, как бы, 2 часа ночи на улице, куда мы, как бы, сделали уже поблажку на то, что вот, челик, да, упомянул, поехал в комендантский, но видно, что не дурачок, видно, что вот документы есть, к экзаменам готовится, там, в школу идет работать, как бы, я ж там не знаю, я говорю, да. Вот, но в итоге не договорились мы, сказали, выходи с машин, вот, их было очень много, соответственно. Если бы это было днем, да, можно было как-то еще пропетлять, но это была ночь, вот. Мне бы предложили, точнее, моему водителю, который вез меня, чтобы он со мной поехал. Говорю, не надо, пускай едет домой, не надо его отвлекать, не надо его подставлять, я разберусь. Поехал, в итоге, я остался на блокпосту, и, вариант сваливать не имел смысла, потому что с 3 сторон меня окружили, то есть полиция и Нацгвардия. Мы как, культурно посидели, пообщались, они вызвали полицейского, вот, он там сколько раз ехал. Слушай, а у меня вопрос. А как насчет постановления суда? Вот, когда человек в розыске, должно быть постановление суда, что вот суд постановил объявить человека в розыск. Что они тебе предъявили в качестве доказательства, как то, что ты в розыске? Предъявили мне то, что у них на планшете отображено, что вот такой-то человек находится в розыске, то есть я. А где именно в планшете? Нет, никаких. Что это было за программа? Что это было? Оберих там, как они там называются? По-моему, Оберих, либо же Арма, если я не ошибаюсь.
Вот, она работает по каким-то внутренним... Хорошо, а эта программа, вот эта, она, кажется, не является основанием для того, чтобы законным основанием, чтобы вообще утверждать, что человек в розыске. Ну, насколько я помню. Да. То есть это их внутренняя как бы программка, где каждый же желающий может такой: о, вот этого вот Васю Пупкина давай в розыск. Такой раз, галочку нажал, все. То есть это как бы у них в полиции или в силовых структурах это их. А как ты им говорил это все дело, что вот как бы... Не, ну, то есть это в 2 часа ночи я сонный, так, растерял немного. Ну, короче, пытался сначала петлять за нами, но в итоге я даже и не слушал. Вот. Вообще, в целом, слово «розшук» в административном, это административное законодательство, не существует. Есть криминальный розшук. Ну вот, Максимум соответственно, в криминальный розшук должно быть постановление суда. Да. Вот. Но не постановление суда по административному, по криминальному, ничего нет. То есть, говоря, это развод на лоха. И можно было сказать: пошел ты куда подальше и поехать дальше, но опять же, я не в той ситуации находился, чтобы поехать дальше, сказать: поехали, я тебе кинул, я даже слушать не хочу. Либо же бежать, потому что опять окружились с 3 сторон, и Нацгвардия, и полиция, не знаю, ну какой-то преступник. Ну в итоге что? Все, водитель уехал, я с этим не остался, пообщались, разобщались. Ну, мне отдали честное полицейское слово, что, дружище, смотри, ну, у тебя документы есть, тебя сейчас там, проверят базом, если все четко, ну, в том плане, что, ну, выпишут повестку, знаешь, пройдешь экзамены там свои, просто пройдешь ВЛК уже как-то на ту дату, и все, и учи себе там, или учи дальше. Кто должен был проверить у тебя по базам? Какие-то специальные люди, а вот эти, которые тебя остановили, не могли тебя проверить по базам? Они проверили как раз, они проверили и сказали: нужно выяснить, и поэтому нужно ехать в полицейский хаб. Зачем, не понял, в хаб ехать? Чтобы просмотреть дальше документы, посмотреть, что, почему, по каким причинам я нахожусь в розшуку. Нужно либо выписать штраф, либо же выписать повестку и отпустить домой. Ага. А у меня, ведь понимаете, ну как бы вы везете меня на край города, то есть прям вот, чуть ли не буквально там 20 метров и линия фронта. Ну, вы меня вернете домой потом, я там дойду? Да, честное слово тебе даем, полицейские, мы честные люди, мы не обманываем, ну, правда, любую, там буквально 15 минут, ну, если не 15, то от целый час, все, потом, вот, полицейский тебя возьмет, привезет на остановку, пойдешь домой, да и все. Вот, ну, поэтому первое золотое правило: не доверять вообще никому. Это все обман, это такой обман. Они все врут, они работают в одной системе, им выгодно, то есть, паковать людей. Потому что если не упакуют кого-то, то поедут они. Соответственно, они могут использовать любые методы. Одно дело, когда там мобилизация законная, знаешь, там шли на улице, там, условно проверили данные, проверили документы, окей, вот вам повестка, там на такое число приходите, все, то есть там проверьте well, там дальше будем уже смотреть. А в итоге это выглядит так, что просто поймали, повезли в подвал, набрали телефон, отобрали документы и все, на скатобой. Вот и все. И, в общем, ты поехал с этими ребятами доблестными проверять твои документы. Да, в итоге, да, приехал я в полицейский хаб, мы там проверили: а что ж ты ночью ходишь? Я говорю: да признаю свою вину, да, вот был неправ, хожу в комендантский час, я такой вот нехороший, да, все, извините, пожалуйста, больше так не буду. То есть проверили документы, потом, в полицейском хабе, потом завели в другой кабинетик, где сидел ТЦКшник. Вот. Отдельный кабинет с ТЦКшником. И так еще, и на двери еще надпись «ТЦКшник». Да. К сожалению, ни фотографии, ни видео не сохранилось, но вот. В итоге что, мы зашли, ну точнее, я зашел в кабинет, все, мне ТЦКшник сказал, типа, подпишись на документе,
на справке о том, что ты вот справку не, ну, точнее, справку не получал, уведомлений тоже не было в ТЦК и так далее. То есть, соответственно, это оказывает протокол админ задержания. По закону на 3 часа тебя должен задержать до выяснения обстоятельств, и все, и отпустили, бля, и варься. Но в итоге у нас по-другому все работает. Ну, в итоге я прочитал, расписался, он говорит, теперь садись в другой стол, сейчас будем разговаривать. Ну, в итоге начал расспрашивать, кто ты, что ты, ну, кто я, кто что ночью гуляю, какие документы есть. Ну, я ему рассказал вкратце за свою ситуацию, ну, типа, да, ехал, да. Вот, ну, вот, смотрите, вот, документ раз, что я учитель в школе, документ два, что вот у меня сегодня уже утром экзамены на аспирантуру. Соответственно, нормальный бы человек увидел, пошел бы на удукте и сказал, ладно, бог с тобой, парень не глупый, давай, все. Но... А у меня вопрос. В итоге он там... У меня вопрос. Да. То, что ты сдаешь экзамены в аспирантуру, дает тебе какую-то бронь, отсрочку, вообще что-то? Как оказалось, нет. Хоть это официально от Минусвит образование, экзамены, хоть, не знаю, от самого премьер-министра по образованию, ничего оно не дает. Насколько... Дает, ну, если мобилизировали человека, студента, и чтобы потом это оспорить в суде, ну, приказ ректора о зачислении студента. Соответственно, я до этого момента не дошел. То есть я как бы еще подал экзамены, но, опять, я же подал документы в школу. Соответственно, я уже учился как сотрудник школы. Соответственно, в школе дается отсрочка. Вот, а ты уже был принят в школу как учитель? Да. То есть у тебя были документы на руках, что ты учитель в школе официальная, да? Да. И ты их показал? Четко. И что? Нифига? Не сработало? Нет. Да, оно не работает. Ну, о чем идет речь? Нет, ни в коем А случае. просвети меня, я не в курсе на данный момент, что там по законам. То есть учитель, мужчина в школе, имеет, так сказать, Да. бронь. Право. Да, если работает на ставке не менее 0,75. Соответственно, я как раз на ставке не менее 0,75, при этом еще до того, как меня приняли, заявлял, ну, директор сидел в школе, объяснял, что, понимаете, какие времена, нужна вот такая вот ставка, они говорят, ну хорошо, мы тебе рабочее место выделим, только ты там будешь там, ну, дополнительные нагрузки брать. Я говорю, да, без проблем, вообще, без базару. То есть документы все готовы, за меня уведомлены были, то есть в итоге уже с готовой отсрочкой меня мобилизировали. Так ты мог спокойно вообще гулять по городу и не париться, да? Правильно я понимаю, если по закону, да? Все. Да. Ну, просто вот так вот так. И вы, в общем, продолжили свой разговор с ТЦКшником, да, я так понимаю? Да, он поспрашивал, говорит, ну, я понял. Потом поставил куда-то печать, не знаю, на какой-то документ, и все. Говорит, ну, сейчас поедешь в ТЦК, вот он тут недалеко нас, там ночь посидишь, а утром уже точно разбираться, потому что утром приезжает руководство, и уже будет дальше видно. Я такой, Ох, они там все, у них налажена эта схема вообще, все вот эти причинно-следственные связи. Ты как был, ты пошел по воронке, короче, такой. Прямо к цели. Конечно. Вот, ну да, я вышел с этого хаба полицейского. Мне сначала не хотели давать паспорт, отдали этот паспорт ТЦКшникам, которые меня повезли в ТЦК. Я сажусь в машину, говорю, паспорт отдайте, и он стоит морозит. Я ей уже голос повышаю, говорю, паспорт мой отдай, отдает. Все. Сели, едем. Ну, типа, уже все, ты уже на подводной лодке, уже никуда не бежишь. 2 часа ночи, район малоизвестный меня, куда бежать? То есть, Посадку. в итоге, да, повезли меня уже в ТЦК. Я спрашивал, а куда мы по какому адресу едем? Они там что-то пробурмочали. Я говорю, еще раз переспрашиваю, как-то более-менее внятно сказали. Вот, я такой, окей, ладно. Я говорю, а что там дальше будет? Я говорю, ну, до утра посидишь, там уже разберемся дальше. Окей.
Ну, в итоге, да, все, приехал в ТЦК, все, зашел в здание, там Гена уже стояла, говорит, что ж ты так? Говорю, ну, так вот, говорит, ну, рассказывай себе. В итоге я еще раз пересказываю эту историю, кто я, что я, что у меня за документы и почему я там в час ночи по городу шарюсь. Он говорит, ну, окей, давай тогда пиши своим родным, близким, где ты находишься, что с тобой, и все, и сдавать телефон. Выключай его, либо ставь на режим полета. Я говорю, почему? Он говорит, ну, ситуация опасная, дроны летают, могут вычислить по системам связи. И Чего? ну, короче. Вот это он несет бред вообще. Да, Вот это несет вообще. Ты шо? да, да. Я говорю, а почему так? Смотрите, я повестку не получал, штрафа не было. Он отвечает, ну смотри, мы в системе. Это какова система? Мы в системе, ты в системе, мы все в системе. Я говорю, окей. Кто смотрел Матрицу, тот поймет. Вот. Вот. В итоге, говорит, ну все, тогда сдавай телефон. Сейчас проверю тебя по металлодетектору, вдруг там где что запрещенное есть. Спросил у меня там наркотики, оружие. Я говорю, нет, такого не имею. Вот провел, все, говорит, все, давай телефон. В итоге я параллельно своим написал и геолокацию не выключил. Я, то есть, поставил на режим полета, но геолокацию не выключил. Не знаю, как оно передавалось и не передавалось. Ну, дал телефон, я спрашиваю дальше, куда идем, в подвал что ли? Он говорит, да ну все в подвале, ты же понимаешь, ну, небезопасно, поэтому все там ночуют в подвале. Короче, дядя на уши присел, успокаивался как только мог. Окей, все, спустились в подвал. Посадили меня как урпу галиму, как убийцу, рецидивиста в обезьянник, в подвал, в клетку. Подвал ужасный, ну, как по-другому. Говоря, как тюрьмы в ДНР. То же самое, только у нас. Вот. Хоть не избивали. Но практика избиения есть. Тут важный момент. Да, могут избивать, наносить повреждения, как-то калечить людей. Но если человек начинает там оспаривать, говорить, не по закону действуете, ну там, короче, качать права, скажем так. Да, человека могут избить, покалечить и так далее. Вот. А потом написать, а мы тут ни при чем. Вот. В итоге посадили в подвал, все, закрыли клетку, коек, полностью забитый мужиками. Все, я такой, офигеть, вот это приехали, вот это же духа. Экзамены классно. Ну все, в итоге так как-то полночи поспал, полночи пообщался. Позже ночью познакомился с одним мужчиной, который сыграл очень важную ключевую роль в нашем общении домой. Вот. В итоге что? Да, все, утро. Хотя нет, ночь, нас что-то вывели в туалет, мы попросили там, или накричались, что все уснули. Нас вывели в туалет на втором этаже. И я уже пытался изучить локацию, куда, что и как делать. То есть окна туалета выходили на главную площадь ТЦК. То есть туда прыгать со второго этажа вообще не вариант, потому что там собаки бегают, ТЦКшники патрулируют. То есть был другой вариант, в коридоре Евро, кстати, что очень странно, выходили прямо на улицу за ТЦК. Но они были без... И об этом я уже понял уже днем. Вот. Ну, в итоге все, да, посмотрели, поизучал я как-то, и все, нас довели обратно. Утром в 9 часов приехало начальство, поменялась смена. В итоге смена сменилась на каких-то отбитых дурачков, которые, не знаю, получают удовольствие от того, что вот просто кто-то там заперти в клетке, я не знаю, может их в детстве как-то там избивали родители, насиловали, не знаю, но как-то это оно, что у людей какой-то сдвиг. И это нездоровая реакция, когда ты просто кайфуешь от того, что ты лишь что-то свободы. Еще и насмехаешься над этим. То и поменялась смена. У одного парня схватило сердце, ну, по соматике. Он попросил там таблетку дежурного, дневального, не знаю, как это называют.
Вот, в итоге пришел челик, говорит, да, я тебе парацетамола кинул, типа, вылечишься, ничего страшного. Потом он ушел, потом подходит, говорит, ой, кому-то сегодня одному повезет, кто-то там поедет, а остальные поедут дальше. Вот. В итоге что? Да, то есть здесь не физическое насилие, давление, то психологическое. Так или иначе, потому что не все люди психически устойчивые. Да, кому-то это что скажет, что все, человек высадится и будет, вообще все потеряется в реальности. В итоге, да, нас по одному выводили в кабинетик к руководству. Вот, нас опрашивали, я опять же то же самое рассказал. Говорят, ну ладно, давай, выходи обратно. Все, в итоге что? В итоге всех нас проверили и относили одного, у которого 3 детей. Все. Остальные там шизофреник, парень, который с бронью работает в логистике, там какие-то еще травмированные сотрудники, просто обычные сотрудники, и в том числе, типа, отсрочка есть. Нет, все мелко. Вот. В итоге что? Телефоны нам не дали, вывели в банчик, по-моему. Куда вывели, ты говоришь? Под конвоем в Богданчик, автобус. Богданчик, я понял. Да, в машине были ТЦКшники, по-моему, 4 ТЦКшника. Каждый сидел, один сидел у входа, второй возле окна, то есть, чтобы максимально ничего не смогли сделать. У кого-то паспорт отобрали, но меня не отобрали, я его хорошо спрятал. Вот, но без телефонов, то есть не дали созвониться ни с родными, ни с адвокатами, все, иди просто, ты вещь. Будем тебя использовать как захотим, ты никто в этой стране. Вот, в итоге, что повезли нас через весь город. Я начал изучать локации, где бы нас могли бы провести эту комиссию, то есть проверить и так далее, откуда можно свалить. Вот. Я думал, уже бунт в Иркутске устроить, но опять же, никакого плана не было, еще не было координации. То есть был первый ключевой герой, второй, то есть я, и все. Но плана не было. То есть было понимание, что нужно валить, что это вопрос времени, но вот, занесли, открыли ворот с колючей проволокой, вот, все, подъехали ко входу в подвал, там у них мобильный пункт ВЛК прохождения этой комиссии. Все, завели нас, все, везде контроль, не свалишь, честно. Все, в подвале другие ТКшники, какие-то тоже военные, врачи, мобилизированные незаконно. Вот. В итоге что? Там делали нам документы, другие фотографировали нас. И в какой-то момент я увидел на столе лежит планшет. А на планшете ключ-скрепка для сим-карты. Вот. А с правой стороны, там, пару метров от меня сидел ТЦКшник, в телефон играл. Вот. И такой, понимаю, что так или иначе я в любом случае берусь, просто мне нужны мои данные. Карты, карты памяти и так далее. Соответственно, пока он там втыкал в телефон, я быстро, медленно подошел к столу и проверил эту ключ-скрепку. Никто не увидел. Все. В итоге, что проходит пару минут, то он что-то подходит к столу, видит ключ, этого скрепки нет. Начинает пасть, уже начинает злиться. Он переворачивает, уже горилла. Вот, там злится, там ему уже другие скрепки принесли. А я такой спокойно так стою, так что-то просто стою, такое там пространство смотрю, делаю вид, что вообще ничего не понимаю. В итоге никто ничего не нашел, он такой, разозлился, там, блин. Короче, это дегенерат. Вот. Потом подошел его второй друг. Говорит, ты видел, что про нас писали в чатах, что мы там были готовы, короче, 2 лоха. По-другому не скажем. Вот. Потом я думал зайти в туалет, и может как-то есть выход куда-то, может там как через вентиляцию или какой-то дополнительный подвал и так далее. Но нифига подвала. Подвал там в туалет дальше вниз, он был заварен.
В принципе, все. На улицу выйти не выпускали, даже воздухом подышать. То есть нужно было пройти эту медкомиссию, которую мы прошли за раз-два. Понятное дело, что все годны, без исключения, с грыжами, с такими заболеваниями, ой, прошу прощения, с такими заболеваниями, там, я не знаю, с сердцем, с просто если какой-то такой дурдонок тоже, ну, то есть все годны. Вот если у вас там проблемы со здоровьем, вы переживаете, то пройдите волка, вам напишут, что вы годны. Вы это здоровы, вы идеальны. Вот, поэтому, опять же, там никого не выпустили. Все. В итоге мы прошли очень быстро. Потом, смотрю, наши документы выносят, я спрашиваю ТЦКшника, ну, можно, да, посмотрю, говорю, да, без проблем. Смотрю свою эту медкарточку, этот республиковый, я не знаю, как это называется. Спрашиваю, а что такое Z по нулям? Он говорит, это без боевого досвиду, то есть без боевого опыта. Я так понял, попринял, окей, учту. Хоть на этом спасибо. Хоть не на фронт сразу, уже хорошо. Вот. В итоге что? Мы прошли все дружненько, все, сели, снова вышли под конвоем, сели в этот Богданчик, и все, и поехали на ЦЦК. Всю дорогу я уже думал, что делать, как мне покинуть данный транспортный аппарат. Была идея, короче, под углом встать с руками за трубы, за поручни, и под углом вылететь через окно водителя. Но, Ого! Через окно водителя вылететь? Меня... А? Через окно водителя вылететь? Каким образом? Да. Ну, короче, я сидел на третьем месте, соответственно, просто встать, схватиться резко и ногами вперед туда. Но опять же, мы ехали на скорости, соответственно, ну, это было бессмысленно. Опять же, был вариант устроить бунт, но никто ж не понимал, что к чему, потому что и ТЦКшников было много в машине. Там человек как 4 снова. В итоге думал, может как-то, когда мы остановимся на какой-то остановке, там начать кричать, там помогите, там это. Нет. Да, ну вряд ли это тебе помогло. Вот. Везли нас обратно в ТЦК. Завели опять дружненько в подвал. Вот. Там принесли баланду гороховую, там, ну как зэка, грубо говоря. Вот. Хорошо. Так что поели чисто, чтобы была какая-то энергия. Вот. Попросили позвонить, в итоге нам никто ничего не дал, ни телефонов, ничего, вообще. Все, в итоге пришел один из родственников мобилизированного. Пришел как раз ТЦКшник. Вот. А он родственник того челика, про которого я говорил, который работает в логистической структуре, ну, которого вроде, но его все равно мобилизировали. Ну, он, короче, поугарал с него, но он такой ТЦКшник, но при этом человек. Ему реально спасибо, потому что он понял в том, что мы точно не собираемся воевать. Он нам быстро провел инструктаж, что смотрите, ребята, есть там 4 бригады на выбор, я вам советую вот такую-то, такую-то, она самая лайтовая, там вообще вышли покурить и все, и приехали домой. То есть, если что, там, ну, виду не подавайте, а если у вас еще высшее образование, и вы, допустим, ну, действительно хотите слушать, то можете пойти на офицера и там, короче, бот плюс. Или же там за границу уехать, и там уже где-то в полях Елисейских потеряться. Вот это ему реально респект. Это, наверное, он был единственный нормальный. И второй еще челик, утром еще тоже ТЦКник. Он нормальный, то есть добренький, видно, что просто работает и все. И, ну все, остальные, ну просто не видно, честно. И по виду, и по поведению, и вообще. Вот. Все. В итоге он проинструктировал нас, сказал, я буду вас вести, поэтому будет весело, дорога будет веселая, так что не переживайте. Поехали мы, но перед этим заехали на ваши телефоны у меня, я их вам отдам на пункте распределения. Вот, не сейчас, но все четко, вот, посмотрите, все ваши телефоны, да. Все, в итоге все. Сели мы в машину, ой, не машину, тоже бутик какой-то, или в маршрутку, или в тот же Богданчик. Вот. И поехали. Поехали мы не сразу в область, мы поехали в другой ТЦК, нужно было добрать там людей. В итоге в другом ТЦК
ТЦК, да, набирали людей, плюс там я наблюдал картину, что пришел чувак, он с 14 года воюет, атошник, за втором пошел, вот там списался по там, травмам, УБД, и он решил себе сделать справку, ну, потому что он там ухаживает, опекун над сестрой, или над мамой, или над кем-то еще. В итоге даже его не хотели выпускать, ему голову морочили, и жена его, ему пришлось его жене прийти и как-то документы доносить. Вот. Поэтому если таких не выпускают и какие-то там вопросы, то о чем может быть речь у обычных граждан? Вот. Наблюдал другую картину. Короче, человек там, лет сколько? Ну, может 23, может 24, 25, но молодо выглядит очень. Он набухался конкретно, прям в синьку. Пришел ночью под двери ТЦК военкомата. Начал выламывать, кричать: открывайте, срочно, я хочу воевать прямо сейчас, возьмите меня на фронт. В итоге его просьбы были услышаны. Днем он протрезвел. Наблюдал картину, он сидит, возле него ТЦКшник и объясняет: дружище, я просто, ну это на эмоциях было, ну ты ж пойми, ну я пьяный был, ну как бы я передумал, я не хочу, давай я потом уже приду по повестке. Вот. А ему ТЦКшник говорит: ну слушай, ну ты же понимаешь, что ты, ну, как нельзя на эмоциях действовать, ты же сам себе вредишь. Ну короче, это очень смешной разговор был, если бы нам не было бы какая-нибудь бодикамера или телефон, я бы записал, но это просто смех. Вот. В итоге, понятное дело, что его никто не выпустил. Я не знаю действительно, сколько ему лет, но точно он не старше 25. Вот. В итоге приехала его мама, там документы донесла. В итоге маму потом не впускали. Синька зло. Походил, побродил, решил перепрыгнуть через военкомат, сбежать. В итоге залез на будку. Все, там ТЦКшников сколько, 7 выскочило на худощавенького паренька. Говорит: слезай, там, ну, начинает руковать на него, кричать. Говорит, он, ну, еще не отошел, он еще подумал, говорит: а вы меня отпустите? Да, отпустите, только слезай. Точно, вы мне пообещали. Да, слезай. В итоге начинает слезать, его скидывают, он падает, чуть башкой не ударяется, что-то железное. Начинает кричать, его завалил ТЦКшник, ну, не отпускает, потом что-то он отпустил, он побежал к воротам, пытается выскочить, там на него напало, накинулось, опять же, ТЦКшника 4-5, он как-то пытался вырваться, кричал: мама, мама, в итоге мама на них орет, пытается сына вытащить, там уже люди подбежали, ну, то есть, жах. Не знаю, что с ним случилось, не знаю, что с ним дальше, но надеюсь, что все в порядке. Вот. В итоге там, ты оптимист. Мы уже сидели в автобусе, там, все, они отправились в путь, в область. А перед отъездом, ну, мы поели баланду, и на столе лежала еда. Там печенье, какие-то там сырки и так далее, это в ТЦК. Вот. В итоге я себе в сумку наложил, там и печенье, и сыр, это на обратную дорогу. Но в итоге все получилось немного иначе. Тоже сыграла свою ключевую роль, это еда. Вот, все, повезли нас на пункт распределения в область. Мы проехали там блокпосты, все четко, нас пропустили, никто ничего не проверял, ну, понятное дело. Можно уже пrom статус. Вот. Приехали, все. Я запоминаю дорогу, этот мой друг уже будущий, с которым я покинул местоположение, тоже запоминал дорогу, потом общались. Все, приехали на пункте распределения. Вот этот вот ТЦКшник, ну, нормальный человек, он нам порекомендовал: вот идите туда, вот я вас зарекомендую, там уже дальше разберетесь. Ну, короче, как бы и играл и плохого, и злого ТЦКшника. Вот, скажем так. Вот, он нас порекомендовал, к нам подошел командир, говорит: а вы, ребята, нормальные, адекватные, там, все с вами хорошо? Ну, на меня смотрит. Я говорю: да, служить будете? Да. И это как раз мой друг подходит, говорит: да, мы хорошие, вот четко, вот классный парень, вот мы вообще, то есть гарантию даешь, вот мы все четко. Вот, в итоге что? Нам выдали телефоны спустя более суток. Дали написать там родным, знакомым, я быстро скинул геолокацию, объяснил ситуацию там ребятам, вот. В итоге все, телефон, у меня 4% на телефоне, короче, отдал телефон, все, потом начали заполнять данные, спрашивать номера телефонов родителей, я спросил: а для чего?
Мужчина молча посмотрел на меня, но я понял для чего, понятное дело для чего. В случае, так сказать, гибели. Хотя даже язык не поворачивается, такое говорит. Вот. В итоге все нас оформили и повезли дальше. Если я не ошибаюсь, в Харьковскую область или Днепропетровскую, только просто в какой-то село. Ага. Там мы вышли с автобусов, и что нас построили, сказали, что сейчас будете бегать по заброшенным зданиям, выискивать, ну, точнее, собирать себе лут, шмот. Вот. Все, там, равняясь смирно, в 2 ряда, все, и полный вперед в первое здание. Ну, мы пошли, все, там поднялись на 2-й этаж, здание ушатанное, убитое, даже туда дроны прилетали, но в итоге что, нам там раздали сумки, тактические рюкзаки, баулы эти, ну, короче, начали там вещи раскидывать, раздавать, там, эти шлемы, эти все повязки, там, банданы и так далее, ну, то есть все это военную тему. Вот, все, потом мы побежали в другое здание, там нам выдали броники, сказали это все надеть, кто-то уже вообще не вывозил, так что приходилось тащить не только весь свой шмот в брониках, а еще и другим помогать. Потом резко стемнело, мы бежали по лесу, долго бежали, вот, пару человек упало, вообще провалилось куда-то, споткнулось об ветки, мне пришлось остановиться, помогать одному, помогать второму, тащить их двоих еще на себе. Ну, короче, я был уставший, не выспавшийся, голодный, но типа силы были, потому что все на адреналине. Куда вы бежали ночью? Вот. Мы бежали вглубь леса, на пункт месторасположения, к столовой и к блиндажу, там, где мы провели ночь. А зачем вы бежали? Там, Зачем вы бежали? Вы не могли идти пешком? нам сказали, приказали бежать. Ну, то есть нас уже готовили, то есть погружали в условия. Прикольно. Полубоевые. Сказали, вы должны друг друга поддерживать, вы должны друг другу помогать. То есть, как это выглядит со стороны? Тебя украли, забрали все, надели, оформили какие-то документы и заставили делать то, что они скажут. Все. То есть, никаких прав. Да. В итоге, да, мы прибежали на пункт расположения, там разложились в блиндаже, все, вещи собрали, положили и все, отправили все дружненько в столовую. Там поели, попили, все. Сходили, так сказать, на горшок, и все, и отбой. Вот. В итоге, что, можно было и оттуда, на самом деле, покинуть дислокацию, опять же, с этим вторым чуваком. Но, опять же, у нас никакого плана не было. Вот. Спокойно можно было покинуть, да и все, где-то там потеряться в посадках, в лесах, и там как-то вызвонить, или найти телефон, или у селян попросить вызвать такси. Ну, короче. В итоге мы что? Как-то переночевали, в 5 утра подъем, все, полностью одели обмундирование, ну, броники, слава богу, не надевали. Все, тоже там вот утренние процедуры, туалет, умываться. И в этот момент можно было слинять спокойно, никто не смотрел, не наблюдал. Но опять же, вот, в итоге там зарядка, разминка, повторение, что там, ну, там герой, там и так далее и тому подобное, не знаю, считал, ну, как это назвать, это не клятва, но типа, там я там за честь, за отвагу, за своего отца, ну, короче, все, мне сказал вот этот ТЦКшник, что вот смотри, как раньше, как в 2014 году, у нас таких уже нет добровольцев, патриотов, действительно людей, которые идут воевать, там все вот вы, вот ухилянты, условно говоря. И так оно оказалось правдой, что там никто. То есть там разве что инструктора, может, командиры там за идею, за все вот это вот, за войну, ну, и редкие там, кто, может, кто действительно пошел. Сейчас это там ни одного действительно добровольца. То есть сплошные русифицированные, сплошные у всех однотипные истории. Выловили на улице, повезли на подвал, все, отобрали телефон, документы, не дали позвонить никому, все, я уже здесь. Все, это просто фабрика мяса. Бизнес на костях. Вот и все. Какие из этого получатся военные, мне до сих пор непонятно.
Ну, окей. Очень много. Вот. Ну, может человек 100, может 150, может 200. Но опять же, из них 50% покинет это место. Так или иначе, даже больше. Вот, в итоге, да, мы что, зарядку сделали, утром поели, попили, с моим другом обсудили, что, как, чего. Потом я пытался еще кого-то там, однодумцев найти, единомышленников, кто тоже собирался бы. Ну, там такие, сомневающиеся, ну, такие, неуверенные в себе. Либо же переживали, либо же не знали, ну, короче, тоже в растерянности. Вот, в итоге, да, все, нам сказали полностью одеться во все мундирование, броники, сумки, баулы на себя, все, писи-каки, и вперед садимся в автобус и едем уже на учебу. В итоге все, мы построились снова в 2 шага, точнее в 2 ряда, и все, пошли к автобусу. Все, сели там, все, и поехали уже в Харьковскую область. Приехали, запоминали дороги, я уже сидел с этим другом, он мне говорит, запоминай локации, запоминай блокпосты, и ну, тоже меня инструктировал, что нужно делать. Вот. В итоге мы все поизучали, он мне рассказывал, сказал, вот тоже, вот у нас вот едем, ты тоже ребятам не доверяй, аккуратно все, потому что кто знает, может кто-то из нас там подставной, кто-то, ну, из них, кто-то может кто-то сливает, кто-то, ну, короче, кто-то слушает, кто-то еще подписывает, опять же, говорю, да, я тебя прекрасно понимаю, я тоже вот не доверяю только тебе, поэтому вдвоем, если что, держимся, да, все. Все, в итоге, да, приехали, уже на учебку. Очень иронично, что с одной стороны учебка, а с другой стороны ранчо с интересным названием «Свобода». Это вот, когда все это увидели, просто в автобусе угорнули просто максимально. Вот, в итоге, да, привезли нас, ворота открыли, мы все, вышли, сумки повыгружали, и все. Потом нас распределили, но распределили нас на 2 взвода. Распределили как, ну, как в классе. Кто с кем общается, допустим, да, кто с кем там варится, то окей, в 1 взвод. Кто с кем не общается, там другой взвод. Вот. Да, все, потом нас разместили, и мы сразу с моим другом начали изучать локацию полностью. То есть вы должны понимать, кто, что, как и так далее. То есть я давал себе срок недели, то есть побыть на учебке неделю и все. Все изучить, походить в наряды и все, и до свидания. Пора домой возвращаться, отдохнули и хватит, пора и честь. Вот. Друг мой, не буду раскрывать его имя, вот, он хотел вообще месяц-два, потому что у него денег не было. Он еще не знал, что у меня были деньги. Я потом ему сказал, что, дружище, у меня с собой 5000. Вот. Следующий важный момент. Всегда с собой носите наличку. Либо же ищите возможности обналичить как можно больше сумм. Потому что если у вас есть деньги, у вас есть возможности. У вас их больше становится. Как бы вы бы ждали, пока там придет эта условная зарплата военнослужащего, там, через 1,5-2 месяца, а так раз-два, да и все. Вот, в итоге что? Учебка у нас и началась по факту, потому что мы не набрали конкретное количество людей. И по сути мы этот первый день провели вот с ним в изучении всего. Я в наряд даже пошел, в столовую. Вот. Тоже интересный момент потом был. То есть повыполняли дурную работу, типа там покопать песок с одной стороны в другую, там какие-то железяки попереносить, да и все по сути. Там немного даже у нас Вова командира провел инструктаж, рассказал про типы оружия и так далее. Вот. То есть вот так первый день это чисто адаптация. Вот. В итоге что? Что мой друг все поизучал очень много, я тоже поизучал много информации, да. Вам нужно знать, в какой стороне ваш дом находится, в какую сторону вам предварительно двигаться, что, кто, к чему и так далее. Вот. И не подавайте, ведите себя естественно, то есть не борзейте, не наглейте. Если вам говорят идти там в наряд, лучше сходить. Я понимаю, но мне тоже было не в кайф. Что я должен вообще кому-то что-то там делать, что-то там ходить, что-то какие-то приказы выполнять. Но, во-первых, показываете себя, во-вторых, вы так или иначе получаете информацию. И когда я согласился на наряд в столовую, я получил как много информации. Вот. В итоге что? Мы примерно определили по солнцу, в какой стране наш город, Димы.
Так, пообщались тоже с местным настроем, местным населением, тоже на аккуратном очень все. Вот. И все, потом я пошел в наряд в столовую. В итоге что-то идем с челиками, они там уже сколько, неделю или даже больше, и один говорит, что это такая нетрадиционная ориентация сексуальная. Я промолчал, потому что я не знаю, что это за человек. Может, это проверка, может, это что еще. В итоге второй ответил, там, другой челик. Да, они такие плохие, ну, короче, не буду потекаться, дела. Вот, потом я уже нашел, как немного говорить, и то челик, с которым он пошел, который нам показывал, что делать в столовой, но он нам рассказал, что он тоже также мобилизирован незаконно, у него вообще ребенок годовалый дома, он уже неделю, он бы с радостью бы покинул это местоположение, он даже знает как, типа за столовой вообще ничего нет. То есть столовая, там небольшой лесок, трасса и все. И посадки. И вот там все, теряйся и вообще. Но нужен телефон, чтобы вызвонить такси. Я такой, окей, да, ну опять же, не до конца раскрывался, я же опять же не знаю, мало ли. Вот. Потому что есть такая практика, что пытаются вот инструктора, там, командиры определить, кто потенциально может свалить. Вот. Да, забыл рассказать, перед этим, после того, как мы приехали в учебку, мы зашли в столовую, другую, там, где кушали, грубо говоря, нам там сказали заполнить бумажки. Там, кто такие, кто кого принял, домашний адрес, там вера, национальность и так далее. Вот. Я заполнял наполовину левые данные. Да, так или иначе, они их обнаружат вас рано или поздно, ну, там по базам, но все же это, ну, хоть что-то да отвлечет. Вот, поэтому я наполовину левую информацию про себя запомнил. Вот. Так же, как и информацию про родителей я свои номера вписал, ну, короче. Все четко сделал с этим. Вот, да, в итоге, да, что, мы сходили, возвращаясь в столовой, в наряд. Сходила в столовую, все мне рассказали там, показали. Я такой, окей, все. Все, потом пошли в столовую, все, всех накормили, напоили, пошли мыть эти все зубочки, снова сходили, снова все поизучал и так далее. Потом у нас вечером было построение, там в 2 или 3 взвода, вот, нас посчитали, пересчитали каждого, и что я заметил, там определенный завод, он загружал КамАЗ в тот день, и им на то, что они это сделали, им выдали телефоны на полчаса, поэтому я же говорю, что говорят, идти в наряд, идите, то есть показывайте себя в лучшем свете, потому что это поможет, так или иначе, хотя бы телефон выдадут, хотя бы можно будет созвониться со своими родными. Вот. Ну и все. Вечером мы там уже возле своего блиндажа пили чай, что-то общались, ели печенье, как-то размышляли и так далее. Потом я зашел в блиндаж, подходит дневальный ко мне и к моему другу, говорит, ребята, у нас, если что, крыс нет, запомните раз и навсегда. Поэтому это карается. Мы не поняли, я вообще подумал, что он думает, что мы будем сваливать. Как-то вычислил. Вот. В итоге этот дневальный оказался тоже ключевой фигурой. Вот, потому что мы покидали местоположение с ним. Мы такие, да, окей. Все, как-то позасыпали. Я не спал вообще, потому что вот, железный блиндаж, человек 6-7 храпит. Понятное дело, все эти звуки резонируют. Куча мыслей, что делать, какие задания нужно сделать перед тем, чтобы свалить. Вот. В итоге что? Я выписал номер карточки специально для того, чтобы потом на следующий день, или когда там выдают телефон, без подозрений пойти в этот блиндаж со своими вещами, там, забрать ручки, забрать эту ключ-скрепку, забрать важные моменты. Выписал, что еще? Выписал местоположение этой локации, чтобы понимать. Вот и все. Ночью нам сказали выходить, можно в туалет, но вы должны либо снимать штаны, либо же рубашку. Из дневального. Дневальный дежурит. В итоге меня присничило, я вышел, смотрю, дневального нет, никого нет. Я такой, дневальный, никого нет. Просто ночь темная, ничего не видно. Но я пошел под ближайшее дерево, так сказать, сделал пипи, вернулся,
Потом что? Утром как-то проснулся, хотя не спал особо. Все. Нас на разминку, на пробежку. Я говорю другу, смотри, мы сейчас будем бегать по периметру, изучи локацию. Это очень хорошая нам возможность. Он такой, да, и я тоже поизучал. Вот. В итоге нам пока размялись, зарядку сделали, повторяли все эти патриотические сленги, лозунги и так далее. И нам там подходит командир и говорит, нужно 15 человек, которые смогут загрузить фуру бревнами. Я сразу вышел, потому что понимал, что за это будет. Награждение, телефон. Вот. Все. Мой друг, с которым я побежал, он ходил по локации, по всей, собирал мусор. И при этом, ну там сказали, собирайте мусор, убирайте. И при этом он изучал локацию. Плюс он пообщался с этим Невальным, который говорил, что крыс у нас вот здесь нет. И тот Невальный пообещал нас вывести. Вот. В итоге что, я пошел загружать фуру, потом мне присвищило по большому в туалет, а учить вас будет там первые 3-4 дня, потому что нервы, стресс, акклиматизация и так далее. В итоге, что, я там перекур был между тем, как мы загружали эту фуру. Я говорю, я пошел в леса. Мне говорят, а куда ты пошел? Я говорю, по туалет. Так ты же не туда идешь, туалет в другой стороне вообще. Иди за остановку, там, короче, туалет увидишь. Я такой, джекпот. Захожу за столовую, прохожу там другое здание какое-то справа. Иду дальше, туалет. Зашел, все, сделал дела. Так, немного привернулся, смотрю, трасса идет. Ну, там буквально метров 5 лесочек, трасса и все. Ни заборов, ни ограждений, ничего. То есть вышел в туалет и все, и потерялся. Я такой, опа, спасибо большое, думаю. Не знаю, может специально не подсказали, либо же просто сами не знали. Ну, короче, в итоге что? Я вернулся, мы-то загружали фуру, все, я потом еще раз сходил в туалет, там уже стоял какой-то военный, я упал на дурачка, говорю, подскажите, вот, мне сказали, там туалет в той же стороне, там, где он, да, вот туда идешь, смотри, заворачиваешь, вот дорожечка, все идешь. Я такой, все, отлично. Все, пошел, сходил еще раз, точно убедился, что мне не кажется, что мне не глюки. Вот, все, потом, все, пошел обратно, уже подхожу к своему замку, это зам этого взвода, называют их замок, типа. Вот, я говорю, ой, так живот крутит. Он говорит, да не переживай, тут все такие, тут 4 дня, 5, у тебя все пройдет, потому что привыкаешь. Я говорю, да, конечно. Вот, в итоге все. Нам за то, что мы загрузили форум, выдали телефоны. Насколько? На час. Хотели изначально выдать вечером, но в итоге выдали утром. В итоге что? Я такой, говорю, сейчас я тогда схожу за зарядкой, сказал другому там командиру, и пошел уже за всем остальным приборами. Зашел к себе в место расположения, вытащил оттуда бумажку, на которой написано название села, там эту скрепку, что ручки и так далее и тому подобное. То есть уже готовился. А что я готовился, я хотел с телефона поперекидывать все контакты, все заметки, все пароли себе в облако, там, в Telegram. Да. И все, там, повыходить со всех аккаунтов, и все. И уже, так сказать, там, потихоньку делать ноги. Потом я думал, что действительно, неделя будет. В итоге, что вернулся с зарядкой в другой блиндаж. Вот. В итоге ко мне подходит мой друг, говорит, будем сегодня делать ноги точнее, после обеда. Вот сейчас мы телефон на этот попользуемся, потом покушаем, и все. Я договорился с Невальным. Я говорю, а он точно не кинет? Все четко, не переживай. Он говорит, сколько у тебя денег? Полностью, я говорю, 5000 там с копейками. Он говорит, а можешь мне дать 800 гривен? Я так в этот момент замешкался, потому что, да, с одной стороны, у меня к нему наибольшее доверие, с другой стороны, а вдруг кинут, а вдруг что-то не получится, а вдруг они убегут, а я такой, лопнув. Не переживай, мы выйдем отсюда втроем. Если нет, мы тебя вытащим в любом случае, как-то постараемся, так или иначе, не переживай. Я говорю, ладно, бог с тобой, не обиднее найти 800 гривен, дал ему наличкой, все, потом... В итоге что? Попользовались мы телефонами, я все делал на телефоне. Единственное, что я себе не скачал, не сгенерировал військовый обликовый. Это единственное, не успел просто физически. Я просто быстро всем там писал, говорю, ребята, так и так планирую.
не знаю когда, потому что и как бы писать засиделось, мало ли вдруг бы не получилось. Вот. И, соответственно, просто написал. Все, в итоге что? Повытаскивал с телефона ресинки, карту памяти, поудалял, все, заблокировал, поставил его на пароль. Поэтому в следующий момент старайтесь все свои данные перекинуть самое важное, там, куда? В облако, условно, да, тоже Telegram. Блокируйте телефон, все, меняйте, выходите со всех аккаунтов, меняйте пароли, и все. Вот. В итоге что? В итоге все, телефоны нас забрали, мы положили. Хотя кто-то говорит, что можно себе телефон оставить, просто в чехол положить, ну, что-то забить в чехол. Я не знаю. Но это если для тех людей, которые только там находятся, наверное, в учебке. Положить чехлом вниз и заложить телефонами другими. Так как-то можно как-то свой телефон забрать. Но опять же, не пробовал, не знаю и знать не хочу. Вот. В итоге, да, мы поздавали телефоны, все сказали, все, идите там к себе в блиндажу, отдыхайте, чайте, там, через сколько? Через минут 40-50 обед. Вот. В итоге начался дождь. Дождь сыграл нам очень сильно на руку, потому что многие попрятались. Плюс это были выходные. Соответственно, из-за руководства никого не было. Много кто уезжал. Нет руководства. Вот. Никто особо это не контролировал. Плюс 99,9% всех мобилизированных, я уже говорил, классифицированы. Соответственно, у них ни желания, ни мотивации за кем-то там бегать, стеречь и так далее. Всем друг на друга начхать. Мягко говоря. Вот. В итоге что? В итоге я-то думал, что вот после обеда мы начнем бежать. В итоге подходит ко мне мой друг, говорит, все, я поговорил с Навальным, собирай вещи, мы будем до обеда валить. И я такой, а что делать? И типа, он говорит, попрячь, надень под военную форму гражданскую, надень там, запихни документы, там, сделай так, ну, короче, шлепки запихни себе в обувь, в штаны. Ну, короче, придумай, окей, все. Я погнал это делать, в итоге снимаю штаны, надеваю шорты, заходит вояк, ну, тоже мобилизированный, тоже, и начинает меня грузить всякой ненужной информацией. Начинает спрашивать, что ты шорты надеваешь? Говорю, да, ой, слушай, дружище, запарился, немного хочу проветрить там ноги, все дела, потому что, сам понимаешь, всю ночь. Он говорит, ну ладно. И стоит, бросит меня, а я стою, смотрю, думаю, парень, уйди отсюда, ты мое время тратишь, думаю про себя, когда ты свалишь. В итоге он меня минут 5 чем-то грузил, в итоге ушел. Я быстро эти шорты надел, потом рубашку свою намотал себе на ногу, под носок натянул, под другой носок, под другим носком у меня были все мои документы в папках, в файликах, точнее говоря. Все. Единственное, что я не знал, куда шлепки деть, как бы, потому что от военной формы нужно было избавиться где-то уже в гражданском месте, потому что одно дело, когда бегают 3 человека в гражданской форме, но это может быть местные, а с другой стороны бегают военные, и тут уже вызывает подозрение, а что они бегают, уже не эти диверсанты. Вот. В итоге как-то все. Я еще раз пытался там, сходил в итоге в туалет, еще раз перепроверил, все ли у меня четко, не полюсь ли я, потому что бумажник огромный, блин, там что напичкан книгами. Вот. В итоге все, выхожу, иду, подхожу к своему этому блиндажу, идет на меня уже этот мой Навальный, с которым мы свалили. Вот. Я подхожу к нему и спрашиваю, тебе, ну, ты в курсе за меня? Тебе мой друг говорил? Он говорит, и я вот честно клянусь, я впервые вижу и наблюдаю от человека, у которого нет зубов, который 2 суток на ногах, который под оптичными наркотиками, энергетиками, кофе, четко фразу «пора собирать мусор». Я просто, ну, с этой фразы все понял, максимально. Мне уже ничего не нужно было объяснять. Я пошел в этот блиндаж, взял шопер свой, с которым приехал, начал делать вид, что закидывал бутылки. Закидал бутылки, там мусор начал собирать, шклёпки туда запихнул, потому что куда мне еще запихивать. Вот, выходим на улицу, они там, ну, этот Навальный с моим другом стоит, общается, там они мусор перебирают, и такой, у меня же есть печенье с собой и сыр. И я такой же, беру, достаю, как раз дождь, там 2 взвода собралось под одним рыбаком у нас, рыба говоря, общаются, кто чай пьет, кто курит.
что хавает, я говорю, ребята, мужики, кто будет печенье? Такие, о, давай. Короче, отдал им печенье, отдал им сырки, в итоге, и таким образом отвлек внимание. Ну, пускай не будет на меня в обиде, ну, как получилось, ребят, я сам отдал. Вот, я не осознавал, я с добра отдавал печенье. Вот, мне потом уже рассказали, что я таким образом отвлек внимание. Я говорю, окей. Подошел даже к замку, говорю, вот будете печенье, вот печенье принес, он такой, да, если сосиски или колбаса или сыр, а вот печенье, то такое. И в итоге что? Картина. Все. Мой друг, второй дневальный, ну, точнее, дневальный, я с шопером, идем собирать по этой учебке мусор, бутылки, там, бумажки, окурки. Проходим мимо командира, командир так на нас оборачивается странно, но думает, ну ладно, собирает мусор. То и подошли там к другому блиндажу, там у мужиков попросили мусор. Все, они отдали. Мы пошли к столовой. Выкинули мусор, я по дороге скинул свои шлепки. Потом обратно мы идем, я хватаю шлепки, и мы не идем в направлении этих наших ребят. Мы идем в другое направление. Мы идем через дорожку, через блокпостик там небольшой, там людей не было, там выходные все-таки. Вот. Через трассу в посадку. Ну, как только мы вышли, на нас посмотрели дежурные с центральной проходной. Ну, посмотрели-то и все. Ну, понятное дело, опять же, никто там не мотивирован. В итоге что? Перебежали дорогу и побежали в посадку. С этого момента начинается все настолько архетипично, настолько все сюжетно, сказочно, не знаю. Но опять же, кто смотрел «Властелина колец», кто смотрел «Хоббита», тот поймет, о чем идет речь. Потому что, к сожалению, опять же, фотографии ничего не сохранилось. Мы бежим уже по посадке, что-то какой-то заяц пугается, тоже с нами бежит, врезается в стол. Короче, мы куда-то потом что-то скинули всю военную форму. Потом побежали по полям кукурузным, по полям с подсолнухов. Вот. Потом куда-то через кладбище побежали. Ну, короче, мы держались близ трассы. Важный момент, запомните следующий совет. Держаться возле трассы, но при этом двигаться по таким скрытным местам. Прислушиваться к каждому звуку, каждому вообще присматриваться, потому что в этот момент можно наткнуться либо на военных, либо на патруль, либо на ВСП, либо на и тому подобное. Вот. В итоге мы прислушивались, бежали. Все, начался дождь. Потом мы выбежали на какую-то дорогу, на открытую местность. В открытой местности, ребята, не бегайте никогда, нигде. Потому что видно на ладони вас. Вот. Все. Ну, короче, идем. В итоге у меня зрение хорошее, ребята их болтают, я так поглядываюсь, осматриваю и вижу, как на нас едет машина военная, внедорожник, пикап. Я такой говорю, мужики, машина, быстро прыгаем, ныкаемся. Короче, мы прыгнули в кювет, там чуть-чуть пробежали, спрятались между деревьями и все, и машина проехала. Ну, грубо говоря, это выглядело так, как будто, как опять же, из фильма «Властелина колец», когда хоббиты ныкались под деревом, а Назгул их выискивал. Вот примерно так. Все, мы подождали минут 5-10, все, и решили вернуться назад немножко и сменить маршрут. В итоге, да, сменили, побежали через другое поле, перебежали через болото, опять через какое-то поле. Ну, короче, долго-долго бежали, и в итоге выходим опять на какую-то открытую местность. Выходим, идем, и мне вот Дневальный, его раскрывать его имя, говорит, а так мы идем по той же дороге. Я говорю, да не может быть, слушай, ну ты что-то выдумаешь, ну как бы, подожди. Ну, да, оно что похоже, но это же село, они же обычно там однотипные. Идем, он такой, ну ладно. Я ему, опять же, не до конца доверял, потому что человек под средствами запрещен. Человек не выспавшийся, мало ли. Ну, и я как бы не лучше, я вообще не выспавший. Просто не выспался, но все же. Вот. В итоге идем, я смотрю, опять же знакомый заброшенный домик, опять знакомое заброшенное поле, кювет, это был. Вот это мы попали. Мы идем, мы прошли, мы потратили где-то часа два, шли кругами и вышли на ту же локацию. Я такой, капец, приехали. А если сейчас машина выйдет какая-нибудь, а мы на открытой местности, это все, она.
В итоге, ну, немного высадился, но мы не сдались, продолжили путь дальше. Прошли мимо лесосклада какого-то, лесопилки. Думали туда зайти, там, чтобы мужики помогли. Но в итоге, опять же, это могли быть военные, поэтому не рискнули. Пошли дальше, перебежали дорогу, уже на трассу вышли. И все, уже бежали по другому лесу, дальше в направлении своего города. Вот. Бежали. И в итоге что? Дождь начался очень сильно. Мы, ну, там, кукурузы немного в поле поели, сливок каких-то диких. Но, опять же, это нифига не помогло. Мы, типа, замерзшие, уставшие. В итоге решили в каком-то там бабушкином домике, в какой-то там, не знаю, курятнике переночевать, отдохнуть, хотя бы немного переждать дождь. В итоге, опять же, риск повышен тем, что в таких домиках живут военные. И если наткнуться не на того, то можно отхватить очень сильно. Вот. В итоге мы нашли какой-то домик. Он стоял, он такой заброшенный. Он стоял рядом возле хороших домиков. В итоге пытаемся перепрыгнуть через забор. Ребята пытаются, я прыгаю на калитку, залажу на калитку, калитка просто открывается. Я такой, офигеть. Вот. Забежали мы в сарайчик. Закрыли за собой двери, в дом не забежали, ничего не... Ну, опять же, чужая собственность. Просто переждать дождь и все. И покинуть местоположение. В итоге, я смотрю, тарелка лежит, а на ней гнилые яблоки. Ну, полугнилые. Я говорю, ребята, есть яблоки, давайте поедим, это будет хоть какая-то энергия, потому что мы ничего не ели. Мы столько на ногах, замучены, уставшие. Все, что-то там поели, как-то обтерлись, полотенца нашли, какие-то там вещи кого-то, немного переоделись. Ждем. Вот, в итоге я захожу во вторую комнату, вот, и вижу там огромный ящик, такой зеленый. Я такой, а ну-ка проверю. Вот. В итоге открываю и джекпот. Мясные консервы, овощные консервы, батончики, эти бутылированные консервы там. Я говорю, ребята, просто идите сюда. Это просто мы залутали, ну я не знаю, нам, ну, это просто помощь от Бога, я не знаю. Ты ищейка как прям. в сталкере, бегаешь по локации, типа находишь какой-то хабар и все, его лутаешь. Вот, в итоге это просто, ну, шедевр, это подарок. Вот, в итоге я говорю, кушайте, покушали, все, дождь льет, потом где-то недалеко от нас произошел прилет. Было настолько громко, ну, либо ракета, либо дрон, либо что-то. В итоге прилетело так громко, что аж сарай этот зашатался. Вот. Вот такие класс. А какой прикол? За день до этого в учебке, когда начиналась воздушная тревога, нам сказали, все, разбегаемся по брезентам, и там прячемся от воздушной тревоги. У меня тогда возник вопрос, а как эти брезенты, каким образом они защитят нас от осколков, от ракет, если это брезент, и он просто в земле, и вкопан, и вокруг просто песок. Ну, как-то защитить. Вот и все. Вот что следует знать. Да, в итоге, да, чтобы поели, постели, ждем, пока закончится дождь, чтобы либо же переночевать в этом сарае, либо же покинуть местоположение и уже дальше побежать. Вот, в итоге этот Геннадий говорит такую фразу, ребята, мы не должны тут надолго задерживаться, придет какой-нибудь хозяин-владелец и нам крышка. В итоге, да, отдыхай, Серега, ну, я понимаю, но опять же, сейчас побежим, куда мы там, машины ездят военные, куча. Это же просто палево жесткое. В итоге какая-то собака еще подбегает, начинает гавкать на сарай, мы ее как-то еле угомонили. Вот. И в какой-то момент, такой вот, уже Серега, Серега уснул, как Гевальный. Что-то друг мой так в окошко присматривает. Я сижу как-то греюсь, потому что замерз. Подъезжает огромный военный тягач к нашему, к этому двору. Подъезжает тягач, и с машины входит мужик военный, и заходит, открывает калитку. Мы просто офигели. Вот, яблони. Нам нужно заныкаться. Он если сейчас зайдет, нам просто крышка. А мы же там, ничего ж не трогаем, нам чужого не надо, мы чисто перелять и все. Есть вот это, что энергия зарядится, если что, там, заплатили бы, объяснили бы, мужик пойми нас. Мы как бы вообще нас украли. Если надо, вот, там, те деньги за батончики, те деньги за полотенце, то есть все по четко, нам не надо ничего.
Вот. В итоге мужик идет такой снова, в итоге заходит в дом. Не он в Саратов. Слава Богу. А я уже стою как-то, пытаюсь как-то за печкой этой времянкой заныкаться самодельной. Серега Дневальный лежит в позе, ну, очень хорошей позе, отдыхает, спит, он не храпит, уже спасибо. Вот. В итоге друг мой смотрит в щель между дверью. Там чувак зашел, что-то взял и быстро ушел. Все, он уехал, мы начинаем сразу будить Дневального. Он говорит, да, просыпайся, тут только что хозяин пришел. Такой, да. В итоге что, мы затарились, там сумку взяли этот спальник, взяли пару консерв, штуки 3-4, там рыбные, мясные, и что? И двинули в путь. То есть вышли на улицу, посмотрели, никого нет, и после этого просто побежали в лес и шли по лесу, держась трассы. В итоге вышли в другое село. Мы как-то так очень аккуратно двигались, вот реально, ну, я не знаю, может, мы слишком, ну, там, такие какие-то бдительные были, но лучше, опять же, лучше перевзеть, чем не довзеть. Ну, в итоге что, побежали в другое село, там я попросил у селянки вызвать такси, она спросила, кто вы. Я говорю, ну, нас незаконно мобилизировали, деньги забрали, паспорта забрали, деньги не забрали, паспорта забрали, телефоны забрали, вот, еле выбрались. Можете вызвать такси? Она говорит, я номеров такси не знаю, но знаю, что тут ходят нет автобусы, и вам надо ехать в другое село и там уже вызывать. Окей, спасибо. В итоге побежали, мы пошли дальше по селу, подошли к другим селянам. Там уже мужик стоял со стволом, селянин, но он нам подсказал. Он все мы карту нарисовали, все четко. Вот. В итоге что? Пошли мы дальше, в другое село. В итоге нам сказали, посоветовали идти к магазинчику, и там продавщица знает номер такси. И она бы вызвала. Вот. В итоге мы послали Серегу, он минут 40 где-то пропадал, в итоге нам кричит, вы где лазите, я вас, там таксист подъехал, он бы за 2500 нас бы довез, все дела, начинает кричать на полсела, и там на него мой друг уже кричит, я их еле успокоил, говорю, ребята, мы в одной ситуации, мы все вместе покинем. В итоге тоже в следующий момент важный, никаких конфликтов, никаких драк, разборок, потому что ситуация одна, все должны выбраться. Все. Вот это тоже момент очень важный. Нужно всегда работать тимплейно, то есть в команде. Да, в итоге я успокоил, что одного, что второго. В итоге мы решили в другом заброшенном домике переночевать с кукурузой забитой. Как-то что-то поели, попили, эти консервы. Все, уснули, и рано утром, часов 6, выдвинули в другое село. Там нашли местных селян. Этот Серега Дневальный подошел к селянам, они переговорил с ними, и они нас отвезли на точку М. Не буду называть ее, не хочу палить локацию. Вот. Сказали, дальше повезти не можем, ну, потому что тоже без гарантий, без отсрочек и так далее. Все. В итоге все, мы сели в Мерседес Вита с ними. Я сначала немного не понял, когда они подъехали, думаю, все, хана нам, приехали за нами, нас спалили, все, капец. Не, нифига, это просто они машину с другой локации нашли, подъехали, и все. Все, заплатили мы им 3500, и они нас отвезли вот на место назначения. Все, и как получилось, когда мы уже подъехали на место назначения, там уже был таксист, с которым мы очень быстро договорились доехать до первого дома этого Дневального, а потом до нас. Все. Дорога до Дневального стоила 2500 в город, точнее, 2500, а к нам еще 3500, потому что у нас там тяжелая ситуация по проверкам. Все, в итоге мы сели в такси и поехали. Едем, просто отдыхаем уже, спокойно все, но опять же есть какое-то волнение, есть переживание, но человек, таксист нас не подвел. Все равно нас быстро проинструктировал, повез не по центральным улицам, а по сельским, там, в объезд. Все, завез чувака, вот, и все, мы попрощались, и все, и потом поехали к нам в город. Приехали, на блокпосте нас проверили, требовали військово-облікові, но
Таксист все зарешал, сказал, ну забыли, типа, с кем не бывает. Потом я говорю, ну вы же можете проверить все-таки, а где? Спросил полицейский. Я говорю, ну как? В системе ОБРЕК, в системе АРМА. Он такой, а, да, вы в курсе? Я говорю, конечно, вы что? Да, у нас вообще, говорю, веселый вообще взвод. Говорю, вот сейчас едем туда, там и с такими фамилиями есть ребята, и с такими, не буду называть, чтобы не палить. Вот. И он такой улыбнулся нам, ну все, удачи, ребята. И все, привез в итоге меня, потом завез моего друга, ну и все. Вот такое вот у меня путешествие. То есть мобилизировали меня 21-го ночью, а был я уже дома 24 августа, то есть на День независимости Украины. Вот такие вот дела. Как Вот символично. к адвокату, адвокаты сказали, что, ну, понимаешь, там бы мы тебе ничем не помогли. Мы не имеем никакой юридической силы. Доказать того, что тебя незаконно мобилизировали, сейчас это невозможно. Вообще, кто бы это ни был. Плюс ищи у себя там болячки, родственников инвалидов, и тогда что-то сделаем. А так, будь аккуратен. Все. Можно проверить, если ты в розыске или нет. Ну, я заплатил энную сумму, в моем случае на 2000 гривен, и через 4 дня мне написали, что не в розыске. Вот. Как-то так. Вот такая вот у меня история.